Всем привет, друзья! Это Богдан из Дананга. Какие у нас на сегодня новости? Сегодня у нас 12 сентября. Карантин продолжается, его не сняли, мы по-прежнему сидим дома. Но есть определенные послабления. Первое, это заработали доставки. Лазада заработала. Вот, это отличная новость, можно что-то заказывать. Второе, заработали некоторые магазины, и люди снова начали из домов продавать овощи. Вот. Цены практически не изменились, но с ассортиментом есть небольшой напряг и не так много фруктов, особенно бананов. Бананы найти спелые вообще миссия практически невыполнимая. В Дананг пришел первый ураган. Сезон дождей на носу, по крайней мере, вот не так обидно будет, что мы сидим дома и не разрешено выходить на улицу, но все равно хотелось бы, конечно, еще до жесткого сезона дождей, до октября попасть на пляж, посерфить. Вот. Будем на это надеяться, так как на вчерашний день в Дананге было 30 новых кейсов, и все они в зоне карантина, то есть все покрыты. Это отличная новость, возможно, скоро нам можно будет выходить и гулять. Вот. Ну а пока мы сидим в темнице, наслаждаемся дождем, давайте поговорим о еде. Итак, что едят вьетнамцы, какие у них вкусовые пристрастия? Чтобы раскрыть этот вопрос, нужно взглянуть немножко глубже во вьетнамскую историю. Вьетнам постоянно вел какие-то войны и много раз был захваченной территорией. Их захватывали, пытались захватить несколько раз, раза 4 китайцы, татаро-монголы. Также Вьетнам был 200 лет колонией Франции. 4 года Вьетнам был под Японией во время Второй мировой войны. Вот. Исходя из этого, их вкусовые пристрастия также само сформированы из вкусовых пристрастий всех этих стран и соседей Таиланда, Камбоджи, Лаоса, Китая. Вот. Поэтому здесь своеобразный микс. И как все азиаты, они едят все. Все, что ползает, бегает, летает, медленно ползает, не успело от них убежать. Самое экзотическое, не знаю, экзотическое или стрёмное, что они едят. Ну, естественно, тараканы, скорпионы, змеи, это все понятно. Они едят собак. Такого я не видел, вот, например, в Таиланде я не помню такого. Потом они едят лягушек. Кстати, это именно они научили есть лягушек французов, а не французы научили вьетнамцев. Потом они едят крыс, но не таких, не городских крыс, а полевых крыс, которые питаются, ну, чистые крысы, они питаются злаками и живут в полях, в рисовых полях. Одно из блюд, которое меня вот больше всего для меня стрёмное, это они едят практически вылупившихся птенцов. То есть они едят яйца, в которых уже сформировался плод, черный такой. Меня это прям будоражит. Вот. Есть одна особенность у вьетнамцев. Они любят смешивать вкусы. То есть, как мы едим? Мы едим или сладкое, или соленое, или там горькое, перченое, или кислое. Вьетнамцы любят все смешивать в одно блюдо. То есть у них круто, это когда в одном блюде сразу и острое, и соленое, и перченое, и горькое, и кислое, и все это полностью вместе. То есть они едят, например, арбуз и разные фрукты, они макают в смесь соль, сахар и перец, чили, перец. Вот они это макают и едят. У них это считается круто, потому что они думают, что так у них глубже раскрывается вкус. То есть, когда ты ешь что-то сладкое с солью и перцем, то ты как бы больше ценишь это сладкое. Вот так вот интересно. У французов еще вьетнамцы взяли багеты. Они очень любят эти багеты, употребляют их каждый день. У них это называется бан ми. Похоже что-то на наш старый добрый хот-дог в булочке. Французы научили вьетнамцев выращивать кофе. Вот. На данный момент Вьетнам второй в мире по объему экспорта кофе.
и они очень любят его пить. Они его пьют практически как воду. Везде, каждый день все вьетнамцы пьют кофе. При этом у них свой особенный способ его заваривания. Такое я видел только во Вьетнаме. Они просто берут стакан, вот такой металлический фильтр сверху, туда засыпают кофе, заливают кипятком и ждут, пока вода, кипяток просочится через кофе внутрь в чашку. Это, собственно, их разработка, наноразработка по завариванию кофе. Что здорово, вьетнамцы любят есть очень много зелени. Они ее едят как свежей, сырой, пророщенной, так же самое ее и готовят. Рецепт у них, как оказалось, для нее в основном универсальный. До этого я ходил по базару, видел очень много незнакомого, много всего лежащего, но так как я не знал, как оно называется и как его готовить, я покупал только то, что я знаю, собственно, и готовил свои там украинские, русские, наши славянские блюда. Вот. Но когда мы застряли на карантин, с едой получилось обострение, скажем так, очень много еды нам подарила, так скажем, угощали хозяева отеля, вот, и я стал разбираться, как ее готовить, потому что на нашу еду она не похожа, то есть это разные растения, стебли, ветки, вот, выглядит как обычная трава. Я стал разбираться, взял пару рецептов уфу, и получилось очень даже ничего. Сейчас я покажу вам один из таких рецептов. Что это такое? Это листья сладкой картошки. То есть это лабуда, которая сверху. Так, здесь поставил воды немного, так, чтобы листья не погружались полностью под воду. Воду потом посолим, сполоснем листочки. Поставим рис вариться. Никогда не отмеряю чего сколько на глаз. Количество риса, количество воды. И оно постоянно получается нормально. Иногда чуть более разваристо, иногда чуть менее разваристо. Я отмеряю примерно одну фалангу, чтобы одна фаланга была в воде. Дотрагиваешься до риса. И чтобы по первую фалангу было воды. Вот и все. Зелень в кастрюлю положили, она полностью в воду не погружается. Поставил чуть больше, чем средний огонь. И все, нормалек, погнали. Так, вот так оно теперь выглядит. Я думаю, что я даже перестарался, немножко переварил. Теперь нужно слить воду и залить холодной водой. 3 небольших перчика. В общем, господа, я только что попробовал получившееся чудо вареное. Что хочу сказать, немножко я прогадал с частью стебля. Я взял слишком длинный стебель, нужно было взять верхушки, а я взял его слишком длинный, и он там, где подходит к земле, там, где более толстый, жесткий. Поэтому придется жевать как жвачку. Но ничего, первый раз такое бывает. Первый блин комом, потом все четко идет. Но вкус интересный. Вкус интересный, даже не могу сравнить. Я думаю, готовое блюдо будет... До чего карантин довел, да, человека? Жарю стебель картошки. Стебель картошки. Никогда бы не подумал. Ну что, теперь сливаю воду и плюхаю все в сковородку. Оно жесткое. Как его все перемешать? Теперь самое интересное, насколько я понял из видео, видео на вьетнамском, я напоминаю, нужно добавить сахара. Измельченного чеснока еще добавлю немножко. И имбиря, сухого имбиря. Это уже по моему вкусу, такого в рецепте не было. Кстати, советую, хотите узнать что-то о Вьетнаме, вот можете прямо дома у себя узнать, попробовать арбуз с перцем чили и солью. Ну, интересный вкус. Вот это конкретно вьетнамское блюдо. В местах, где стебель толстый, он просто как палочки. Он не жуется. Но получилось очень вкусно. Круто. Это именно вьетнамский вкус. Сахар, перец, чеснок, соль.
трава, ну и рис. Прикольно, друзья, прикольно. Даже не знаю, с чем вы можете сделать такое у нас на родине, проэкспериментировать. Но у меня даже травы нету такой. Ну а в моей следующей попытке приготовить это блюдо я уже был более изощренный и опытный. Кроме всяких странностей, вьетнамцы также просто любят мясо и рыбу. Мясо они едят свинину, курицу, безумно ее любят, едят в больших количествах каждый день. И, конечно, они любят пожевать и сладкого. Делают выпечку не только из фруктов и бананов, но и из сладкой картошки и даже из фасоли. На этом, друзья, я закончу нашу экскурсию по вьетнамской кухне, кулинарии и вкусовым пристрастиям. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам приятного аппетита, хорошего дня. Увидимся в следующем видео. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Кто хочет узнать больше о Вьетнаме, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео.